Ну что, начинаем наше погружение. Сегодня тема такая, теплая, что ли, ностальгия по 8-битным играм. Знаешь, по тем самым пиксельным мирам из детства. Ага. У нас тут как раз истории от людей, очень личные. Попробуем разобраться, почему эти, казалось бы, простые игры так сильно запали в душу. Да уж, вопрос интересный. Вот я сразу вспоминаю этот классический облом из 90-х. Видишь на картридже, допустим, утиные истории. Радуешься, вставляешь в приставку. А там кунг-фу. Точно. Или что-то совсем левое. И ведь это тоже было частью опыта, такая вот лотерея. Именно. И самое забавное, что эта непредсказуемость, часто из-за пиратских картриджей, она ведь не всегда бесила, правда? Ну да, иногда даже интриговала. Вот. Это было как бы приключение еще до начала игры. Элемент такой азарта, что ли. К этому быстро адаптировались. Ожидание и реальность – две большие разницы, и это было нормой. О, да. И говоря об испытаниях, Battletoads, как вспомнишь, так вздрогнешь. О да, легенда. Боевые жабы – это ладно, но уровень на мотоциклах – это ж проверка дружбы была. Особенно вдвоем. Абсолютно. Сколько раз мы клялись, так друг друга не бьем. И что? 5 секунд и понеслось. И джойстики летели, да. Еще как. Сколько их полегло смертью храбрых. Вот тут, кстати, очень любопытный социальный момент. Сложность была запредельная, координация нужна была хоть какая-то, но она вечно сбоила. И вот это создавало такой мощный общий опыт. Типа мы против игры. Именно. И провал на этом мотоуровне, он же становился общей легендой у друзей. Его обсуждали, тактику придумывали, злились вместе. Это сплачивало, как ни странно. Такой, знаешь, тренажер командной работы в стрессе. Хотя, казалось бы, просто игра, развлечение, а тут целая драма. Но да, общее преодоление или провал – это намертво в памяти. А если жабы были про реакцию и нервы, то вот Double Dragon 2 – это совсем другая атмосфера. Да, совсем другое. Такой, уличный, мордобой, немного мрачный даже. Помнишь эти удары ногой с разворота? Или лифты опасные, куда вечно кто-то падал? Конечно. Эстетика другая, верно? И знаешь, что интересно? Сюжет там был спасти девушку вроде, но он часто вообще уходил на второй план. Согласна. Важнее было просто идти вдвоем. Вот. Сам процесс совместного прохождения, вот что было главным. Геймплей сам рождал историю. Чувство локтя. Надо прикрыть друга. Это радость, когда синхронно босса завалили. Это уже была ваша с другом история, а не просто про каких-то там братьев Ли. Преодоление в игре реально укрепляло дружбу. Получается, механика игры как бы писала вашу личную хронику. Здорово. А вот совсем другой полюс – Tiny Toon Adventures. Мультяшки. Да, яркая, вся такая знакомая по телевизору. Думаешь, сейчас легко пробегу. Ага, как же. Не тут-то было, да? Она была сложная. Местами прям очень. Эти водные уровни дурацкие. Ледяные платформы скользкие. Кролик этот, Бастер, по стенам ползает. И музыка. Ох, эта музыка. Въедливая была, точно. Навсегда в голове застряла. Тут срабатывал интересный эффект, мне кажется. Контраст. Графика такая милая, мультяшная, знакомая, а сложность ого-го. Да уж. И это вызывало сильные эмоции, смесь такого умиления и жуткой злости, когда в 100-й раз падаешь. Ну и, конечно, то, что это было похоже на мультик, очень сильно влияло. Мозг как бы записывал это как продолжение любимого шоу, но ты сам участвуешь. Воспоминания получались очень стойкими. Но игры — это не только про драки и дружбу. Вот в наших источниках есть одна история, очень трогательная. Угу. Человек вспоминает, как болел, лежал дома с температурой, и мама принесла ему картридж Бэтмена. Просто так, не потому что просил, чтобы подбодрить. Ах ты. И вот это воспоминание, оно даже не столько про саму игру, сколько про вот это тепло, про заботу. Мама рядом принесла что-то, чтобы порадовать. Какой сильный пример. Он отлично показывает, как игры выходили за рамки просто развлечения. Они становились частью личной, семейной истории. Картридж здесь это уже не просто кусок пластика. Да, это что-то большее. Это артефакт. Символ родительской любви и поддержки. Такое, знаешь, пиксельное письмо со словами «держись». И ценность его уже совсем не в игровом процессе, а в эмоциях, которые с ним связаны. В итоге, если посмотреть на все эти истории, что мы видим?
Старые 8-битные игры — это, вообще не только код и пиксели. Это такие сосуды, полные очень личных штук. Абсолютно. Воспоминания о дружбе, которые проверяли на прочность в жабах, о радости побед, о горечи поражений, о таких вот тихих моментах заботы от близких. Реально капсула времени. И вот знаешь, какая мысль приходит под конец? Как вот этот ранний опыт взаимодействия с цифровыми мирами полными вызовов, фрустрации, но и таких ярких эмоций, как он повлиял на нас? На наше восприятие технологий вообще? Интересный вопрос. Да. Как он сформировал то, как мы ценим сюжеты в играх, совместные виртуальные приключения, может даже то, как мы строим отношения уже в цифровую эпоху. Возможно, у каждого где-то на полке, или в памяти, есть свой такой картридж из прошлого. И он хранит ключ к пониманию чего-то важного в нас сегодняшних. Повод задуматься, мне кажется. Наше сегодняшнее погружение.